Но что, если я скажу вам, что самые прочные монументы истории построены на песке заблуждений? Что величайшие герои и злодеи, великие открытия и катастрофы, которые вы изучали в школе, лишь искусная театральная постановка, разыгранная для потомков. В ближайшие часы мы вместе сдернем бархатный занавес с этой сцены. Мы заглянем за кулисы эпох и увидим, как рождались мифы, которые вы считали незыблемой правдой. Это будет путешествие, после которого вы больше никогда не сможете смотреть на учебники истории прежними глазами. Миф номер 1. Тихий заговор утиного пруда. Представьте себе тихую гладь заросшего пруда на закате. Воздух неподвижен, и лишь стрекот цикад нарушает звенящую тишину. Вдруг с воды доносится знакомое, немного комичное «кря». Звук пролетает над водой, касается стволов старых ив и растворяется. Он не возвращается, не отражается, не повторяет себя эхом. Веками люди, от простых фермеров до натуралистов-любителей, наблюдали за этим явлением и передавали из уст в уста одну и ту же аксиому. Утиное кряканье — единственный звук в природе, который не создает эхо. Эта идея была настолько причудливой и очаровательной, что стала почти фольклорным фактом. Она кочевала из детских энциклопедий в научно-популярные шоу, обрастая статусом непреложной истины. Почему в это так легко верилось? Потому что это добавляло миру толику волшебства. В этом была своя поэзия. Скромная утка обладает акустической суперспособностью, нарушая законы физики, которым подчиняются раскаты грома и оперные арии. Это был маленький, безобидный секрет природы, который, казалось, она ревниво оберегала, и человек с уважением принимал эту тайну, не пытаясь ее препарировать. Но однажды в стенах акустической лаборатории университета Солфорда раздался не академический гул, а самое настоящее утиное кряканье. Профессор Тревор Кокс, уставший от повторяющегося из года в год факта, решил положить конец этой звуковой аномалии. Он поместил утку по имени Дейзи в специальную безэховую камеру, а затем в реверберационную, где звук отражается от стен максимальное количество раз. Результат был оглушительным в своей простоте. Утиное кряканье создавало эхо. Оно подчинялось законам физики так же покорно, как и любой другой звук. Так где же был подвох, обманывавший слух целых поколений? Вся магия крылась в самой структуре звука. Кря — это не резкий хлопок, а звук, который начинается с громкой атаки и плавно затухает. Когда утка крякает на открытом пространстве, отраженный звук, эхо, возвращается как раз в тот момент, когда затухает хвост оригинального звука. Наш слух не может отделить одно от другого. Эхо просто тонет, сливаясь с первоисточником, создавая иллюзию полного отсутствия отражения. Миф родился не из-за уникальности звука, а из-за несовершенства человеческого восприятия. Великая акустическая тайна оказалась лишь искусным трюком природы, фокусом, который она показывала нам веками. И в этом разоблачении есть своя, куда более глубокая магия. Мир не нарушает свои законы ради утки. Он просто устроен гораздо хитрее, чем мы привыкли думать. От тихого пруда, где звук играет с нами в прятки, мы перенесемся в сумрачный лес, где другое маленькое существо стало героем не менее очаровательного, но столь же ложного мифа. Миф номер 2. Маленький вор из сказочного леса. Закройте глаза и представьте себе ежа. Что вы видите? Почти наверняка перед вашим внутренним взором предстанет очаровательный колючий шарик, который деловито семенит по лесной тропинке, а на его иголках, словно новогодние украшения, наколоты румяное яблоко и пара крепких грибов. Этот образ — канон. Он отпечатан в миллионах детских книжек, оживлен в сотнях мультфильмов и запечатлен на тысячах открыток. Еж-добытчик, еж-трудяга, который несет в свою норку запасы на зиму. Эта картина так гармонична и логична, что кажется самой сутью природы. Мы веками верили в нее без тени сомнения. Ведь это так правильно. Иголки — идеальный инструмент для переноски даров леса, а запасливость — мудрая стратегия выживания.
Этот миф превратил ежа из простого ночного хищника в символ домовитости и предусмотрительности. Он стал персонажем, понятным человеку, носителем человеческих добродетелей. Мы смотрели на него и умилялись его хозяйственности, даже не подозревая, что проецируем на него свои собственные представления о правильной жизни. А теперь откройте глаза для правды, которая куда прозаичнее, но не менее удивительна. Ёж — насекомоядное животное. Основу его рациона составляют жуки, гусеницы, черви и слизни. Фрукты и грибы его практически не интересуют, разве что в виде случайного перекуса при полном отсутствии другой пищи. Он физически не способен переварить такое количество клетчатки. Но главный удар по красивой легенде наносит его анатомия. Короткая шея и строение мышц спины не позволяет ежу самостоятельно наколоть что-либо на свои иголки. Он не может изогнуться так, чтобы проткнуть яблоко, лежащее на земле. Тогда откуда же взялись бесчисленные изображения и истории? Корни мифа уходят в глубокую древность. Еще Плиний-старший в своей естественной истории, написанной почти 2000 лет назад, описывал, как ежи катаются по упавшим виноградным ягодам, чтобы наколоть их на иглы и унести в дупло. Эта ошибка, рожденная, возможно, случайным наблюдением, оказалась невероятно живучей. Иногда ежи действительно могут быть замечены с листьями или мелкими веточками на спине, но это происходит случайно, когда они сворачиваются в клубок в своей норе. Есть и другая, более экзотическая теория — самопомазание. Когда еж находит предмет с сильным запахом, он начинает обильно выделять слюну, а затем натирает ею свои иголки, возможно, чтобы сбить с толку хищников или избавиться от паразитов. Если таким предметом окажется подгнивший фрукт, он может случайно застрять на спине. Таким образом, еж не запасает еду, а использует ее как парфюм или камуфляж. Правда в том, что еж — не рачительный хозяин, а суровый маленький хищник, который не делает запасов на зиму, потому что впадает в спячку. Его сказочный образ — лишь плод нашего желания видеть в природе отражение самих себя. От лесного жителя, чьи гастрономические пристрастия мы поняли неверно, давайте обратимся к другому созданию, чей жизненный цикл окружен не менее кровавым, но столь же ошибочным мифом. Миф номер 3. Последний ужин кровавого камикадзе. Летний вечер. Вы сидите на веранде, наслаждаясь прохладой, и вдруг чувствуете знакомый тонкий укол, сопровождаемый назойливым писком. Мгновенное движение, резкий шлепок, и на вашей руке остается крошечное темное пятнышко. Ну вот, думаете вы с мрачным удовлетворением, по крайней мере, это был его последний ужин. Эта мысль — маленькое утешение, почти акт возмездия. В сознании миллионов людей прочно укоренился миф. Комар, напившись крови, погибает. Он — одноразовый инструмент природы, маленький камикадзе, который жертвует жизнью ради продолжения рода. Эта идея так популярна, потому что она кажется справедливой. Она ставит комара в один ряд с пчелой, которая, ужалив, оставляет свое жало и погибает. Миф о комариной смерти придает нашей борьбе с ними некий героический оттенок. Каждый шлепок — это не просто убийство надоедливого насекомого, а прерывание фатальной миссии. Мы верим в это, потому что это делает комара менее грозным противником. Его атака — это его финал. Это заблуждение так широко распространено, что стало частью городского фольклора, аксиомой, не требующей доказательств. Реальность, увы, куда менее поэтична и гораздо более опасна. Погибающий после укуса комар — это полная выдумка. Во-первых, кровью питаются только самки. Самцы — безобидные вегетарианцы, предпочитающие нектар цветов. Во-вторых, для самки комара кровь — это не просто пища, это строительный материал. Белок, содержащийся в крови, необходим ей для созревания яиц. И акт кровососания — это не самоубийственная атака, а начало нового жизненного цикла. Напившись крови, самка улетает в уединенное место, переваривает пищу и в течение нескольких дней откладывает от 100 до 200 яиц в воду. А затем она снова отправляется на охоту. За свою недолгую жизнь, которая может длиться до нескольких недель, одна самка способна совершить несколько таких циклов,
отложив сотни, а то и тысячи яиц. Каждый раз, когда она пьет кровь, она не приближается к смерти, а дает начало новому поколению кровососов. Миф о комаре камикадзе не просто неверен, он опасен. Он заставляет нас недооценивать угрозу. Один единственный укус, который мы считаем финалом для насекомого, на самом деле может стать прологом к появлению целой армии его потомков. Так что в следующий раз, прихлопнув комара, не утешайте себя мыслью о его последнем ужине. Знайте, вы, возможно, прервали лишь один из многих актов в долгой и кровавой драме его жизни. От существа, чей укус мы воспринимаем как самопожертвование, перейдем к другому, чей плевок мы считаем актом исключительной и редкой агрессии. Миф номер 4. Благородный плевок высокогорной ламы. Высоко в Андах, где воздух разрежен и холоден, а пейзажи суровые и величественные, пасутся стада изящных животных с длинными шеями и надменным взглядом. Это ламы. В массовой культуре за ними закрепился очень специфический образ. Лама — животное сдержанное и даже аристократичное, но если ее спровоцировать, вывести из себя, она прибегнет к своему последнему и самому грозному оружию — плевку. Этот плевок в нашем сознании — нечто из ряда вон выходящее. Это акт крайнего презрения, редкая защитная реакция, на которую способны только самые разгневанные особи, и направлена она исключительно на обидчика. Мы представляем себе туриста, который слишком близко подошел к ламе, и в ответ получает точный и унизительный плевок. Эта картина стала мемом, сюжетом для смешных видео и открыток. Мы верили в этот миф, потому что он создавал образ справедливой агрессии. Лама не нападает без причины, она лишь наказывает за нарушение личных границ. Ее плевок — это почти моральный акт, понятный и оправданный. Это делало животное более сложным, почти человечным в своих реакциях. Однако, если вы проведете достаточно времени среди лам, вы очень быстро поймете, что их представления о правилах приличия сильно отличаются от наших. Плевок для ламы — это не редкое событие, а вполне обыденный инструмент коммуникации и самоутверждения. Они плюются друг в друга постоянно. Это их способ выяснять отношения в стаде, устанавливать иерархию, отгонять конкурентов от еды или просто выражать свое недовольство. Плевок — это их аналог толчка плечом или громкого слова. И он далеко не всегда точен и направлен на конкретного обидчика. Часто это просто веерный обстрел в сторону источника раздражения. Состав этого оружия тоже далек от романтического образа. Это не просто слюна. Это едкая, дурно пахнущая смесь слюны и содержимого первого отдела желудка. Ламы — жвачные животные, и они могут отрыгнуть частично переваренную пищу, чтобы сделать свой плевок максимально неприятным. Так что, когда лама плюется, это не столько акт благородного гнева, сколько демонстрация силы с использованием биологического оружия. Человек, оказавшийся на линии огня, чаще всего становится случайной жертвой их внутренних разборок, а не целенаправленной мишенью. Миф о редком и точном плевке — это наше желание наделить животное человеческой логикой и моралью. На самом же деле мир лам — это мир постоянной борьбы за статус, где плевок — главный аргумент в любом споре. От животного, чьи манеры мы сильно переоценили, обратимся к человеку, чей коммерческий успех мы столь же сильно недооценили. Миф номер 5. Трагедия одного проданного полотна. Есть в истории искусства образ, ставший символом непризнанного гения, страдающего художника, чье величие мир осознал лишь после его ухода. Этот образ — Винсент ван Гог. Легенда, которую повторяют биографы, искусствоведы и режиссеры, гласит: за всю свою короткую и мучительную жизнь великий голландец продал всего одну единственную картину. Это были красные виноградники Варли, купленные художницей Анной Бош за 400 франков. Эта история — идеальная драма. Она подчеркивает трагизм судьбы Ван Гога, его одиночество и непонимание современниками. Она превращает его в мученика от искусства, который творил не ради славы или денег, а по велению души, обреченный на нищету и забвение при жизни.
Этот миф так силен, потому что он отвечает нашему запросу на красивые и печальные истории. Он создает четкий контраст: ноль признания при жизни и миллионы долларов за его картины после смерти. Это делает его наследие еще более ценным, а его фигуру еще более трагичной и романтичной. Мы вцепились в этот миф, потому что он делает искусство понятнее, сводя сложную судьбу художника к простой и душераздирающей формуле. Но архивы, в отличие от легенд, хранят чеки и письма, и они рассказывают совсем другую историю. Ван Гог действительно не был коммерчески успешным художником, но утверждение о единственной проданной картине — это сильное преувеличение. Во-первых, документально подтверждена продажа как минимум нескольких его работ. Помимо «Красных виноградников» были проданы и другие полотна и рисунки, хотя и за скромные суммы. Во-вторых, Винсент часто использовал свои работы как средство обмена. Он расплачивался картинами за еду, краски, жилье. Например, он отдал несколько своих работ доктору Гаше в качестве платы за лечение. Считать ли это продажей? В формальном смысле нет, но это было формой коммерческого оборота его произведений. И самое главное — это роль его брата Тео. Тео Ван Гог был арт-дилером и неустанно продвигал творчество Винсента. Он не просто финансово поддерживал брата, он выставлял его картины, знакомил с ними коллекционеров и критиков. Многие работы Винсента находились в галерее Тео на комиссионной продаже. Пусть они и не раскупались, как горячие пирожки, но они были в рынке, они были частью художественного процесса. Миф об одной картине был создан посмертно, чтобы усилить драматизм его биографии. Правда же в том, что Ван Гог не был полностью изолирован от мира искусства. У него был свой преданный агент, свой зритель, пусть и очень немногочисленный. Его трагедия была не в полном забвении, а в том, что признание пришло слишком поздно и не в том масштабе, которого он заслуживал. Его борьба была не с миром, который его не видел, а с внутренними демонами, которые оказались сильнее. От художника, которого несправедливо записали в абсолютные неудачники, перейдем к политику, которого также несправедливо превратили в единоличного кровавого тирана. Миф номер 6. Абсолютная власть кровавого диктатора Робеспьера. Есть имена, которые стали синонимами своих эпох. И имя Максимилиана Робеспьера неразрывно связано с самым мрачным периодом Великой Французской революции — эпохой террора. В учебниках истории и популярных романах он предстает в образе холодного, безжалостного диктатора, некоронованного короля революции, который единолично, росчерком пера, отправлял на гильотину тысячи людей. Его называют неподкупным, но в то же время и кровавым тираном. Его образ — это образ всемогущего фанатика, который держал в страхе всю Францию. Этот миф был невероятно удобен. Он позволял персонифицировать ужасы террора, свести сложнейшие политические процессы к воле одного человека. Легче обвинить во всем одного монстра, чем признать, что террор был результатом коллективного страха, политической борьбы и идеологического безумия целой группы людей. Образ Робеспьера-диктатора был создан его врагами, термидорианцами, которые свергли и казнили его, чтобы оправдать свои собственные действия и обелить себя. Они создали черную легенду, которая оказалась поразительно живучей. На самом же деле реальность была куда сложнее диктаторского мифа. Робеспьер никогда не обладал единоличной властью. Он был всего лишь одним из 12 членов Комитета общественного спасения, главного исполнительного органа революционной Франции. Да, он был влиятельным оратором и идеологом, его голос имел огромный вес, но все решения комитета принимались коллегиально, путем голосования. Часто он оставался в меньшинстве. Подписи под смертными приговорами и декретами ставили и другие члены комитета, такие как Карно, Баррер или Коло Д'Ербуа, которые позже успешно переложили всю вину на Робеспьера. Более того, в разгар террора Робеспьер на несколько недель отошел от дел комитета из-за болезни и разногласий с коллегами. Именно в этот период репрессии достигли своего пика. Он не был их единственным мотором.
а порой даже пытался их сдерживать, выступая против наиболее радикальных предложений своих соратников. Его трагедия заключалась в том, что он, будучи одним из архитекторов системы террора, в итоге сам оказался не в силах ее контролировать и стал ее жертвой. Он не был всесильным диктатором, а скорее верховным жрецом революционного культа, который в итоге был принесен в жертву на собственном алтаре. Миф о его единоличной тирании — это классический пример того, как история пишет победителями, создавая удобных козлов отпущения. От человека, которому приписали чужие преступления, перейдем к путешественнику, которому приписали чужое кулинарное открытие. Миф номер 7. Макаронный след Марко Поло. Представьте себе венецианского купца, возвращающегося домой после 24 лет странствий по загадочному и далекому Китаю. Он привозит с собой шелк, специи, драгоценные камни и макароны. Эта история знакома каждому. Марко Поло, великий путешественник, не только открыл для Европы чудеса Востока, но и подарил Италии ее национальное блюдо — пасту. Легенда гласит, что, увидев, как китайцы готовят лапшу, он привез эту технологию на родину, где она и прижилась, превратившись в спагетти, феттучини и пенне. Этот миф прекрасен в своей простоте и логичности. Он связывает два великих культурных феномена — путешествие Марко Поло и итальянскую кухню — в единый красивый сюжет. Он создает ощущение культурного обмена, где одно великое открытие влечет за собой другое. Мы верим в эту историю, потому что она кажется изящной, как хорошо приготовленная паста. Она превращает Марко Поло не просто в купца, а в культурного героя, гастрономического просветителя. Однако, если мы заглянем в итальянские архивы, мы обнаружим, что паста была на столах итальянцев задолго до того, как Марко Поло вообще родился. Археологические находки и письменные источники свидетельствуют о том, что нечто похожее на пасту готовили еще этруски и римляне. В завещании одного генуэзского солдата, датированном 1279 годом, за 16 лет до возвращения Поло из Китая, упоминается корзина с сушеной пастой. К XIII веку на Сицилии уже процветала целая индустрия по производству сушеных макаронных изделий, которые экспортировались в другие регионы Италии. Арабы, господствовавшие на Сицилии, привезли с собой технологию высушивания теста, что позволяло хранить его долгое время и брать с собой в морские походы. Так откуда же взялся миф о Марко Поло? Скорее всего, он родился из-за неверной интерпретации его книги о разнообразии мира, где он действительно описывает китайскую лапшу, сделанную из рисовой муки. Позже, уже в 20 веке, эта история была подхвачена и популяризирована производителями пасты в рекламных целях. Это был блестящий маркетинговый ход, который связал их продукт с именем великого исследователя. На самом деле Марко Поло не привозил пасту в Италию. Он скорее вернулся на родину и с удивлением обнаружил, что здесь уже вовсю едят нечто очень похожее на то, что он видел в Китае. История пасты — это не история одного открытия, а долгий процесс эволюции и культурного обмена, в котором участвовали римляне, арабы и сами итальянцы. От путешественника, чьи заслуги были преувеличены, перейдем к воительнице, чьи обвинения были искажены. Миф номер 8. Жанна д'Арк, сожженная за колдовство. Пламя лижет поленья, сложенные на рыночной площади Руана. В центре костра стоит молодая девушка в мужской одежде, орлеанская дева Жанна д'Арк. Ее глаза устремлены в небо. Толпа в ужасе и благоговении взирает на казнь. За что ее сжигают? Ответ, который закрепился в веках, кажется очевидным. За колдовство и ересь. Она слышала голоса святых, вела за собой армии, творила чудеса. Для ее врагов, англичан и бургундцев, это было явным доказательством ее связи с дьяволом. Ведь как простая деревенская девушка могла одолеть лучшие армии Европы? Только с помощью темных сил. Этот миф превращает историю Жанны в классическое противостояние веры и суеверия, святости и колдовства. Он делает ее процесс похожим на тысячи других ведьминых процессов, которые охватили Европу в последующие столетия. Мы верим в это,
потому что это простое и понятное объяснение ее трагической судьбы. Она была слишком сильной, слишком необычной, и ее обвинили в самом страшном грехе того времени. Но если мы внимательно изучим протоколы судебного процесса 1431 года, мы увидим совсем другую картину. Да, обвинения в ереси и идолопоклонстве звучали, но они были лишь ширмой. Главным, формальным и самым упрямым пунктом обвинения, на котором настаивали судьи, было ношение мужской одежды. Для средневекового сознания это было грубейшим нарушением божественного и социального порядка, преступлением против природы. Судьи снова и снова возвращались к этому вопросу, требуя, чтобы она надела женское платье. Ее голоса и видения они пытались представить как ложь и заблуждение, но именно ее мужской костюм был тем неопровержимым доказательством ее непокорности церкви. Весь процесс был от начала и до конца политически мотивированным. Жанна была не просто еретичкой, она была символом французского сопротивления и легитимности короля Карла VII. Ее нужно было дискредитировать любой ценой. Осудив ее как еретичку, англичане ставили под сомнение и святость коронации Карла, в которой она сыграла ключевую роль. Ее сожгли не столько за то, во что она верила, сколько за то, кого она поддерживала. Позже, через 25 лет, на реабилитационном процессе все обвинения были сняты, и она была признана невинной. История Жанны — это не история ведьмы, а история солдата и политической заключенной, чья вера и преданность своей стране были намеренно искажены и представлены как преступление. От битвы за корону Франции перенесемся к географическому спору о короне величайшей реки мира. Миф номер 9. Амазонка — бесспорная королева рек. В школьных учебниках географии и на картах мира она раскинулась могучим синим древом, опутав своими притоками половину континента. Амазонка — самая полноводная река в мире. Этот факт неоспорим. Она несет в океан больше воды, чем следующие 7 крупнейших рек вместе взятые. И из этого факта родился другой, ставший почти аксиомой. Амазонка — самая длинная река на планете. Этот титул кажется ей по праву принадлежащим. Она так огромна, так могущественна, что и в длину должна превосходить всех конкурентов. Мы привыкли видеть ее на первом месте в списках речных гигантов, и этот образ прочно засел в нашем сознании. Нил, ее вечный соперник, кажется чем-то из древней истории, рекой фараонов, уступившей пальму первенства южноамериканскому гиганту. Мы верим в это, потому что это соответствует нашему представлению о величии, самая большая во всем. Однако вопрос о том, какая река длиннее, Амазонка или Нил, это один из самых ожесточенных и до сих пор нерешенных споров в географии. Это не тот случай, когда можно просто взять рулетку и измерить. Все зависит от того, как считать. Главная проблема — определение истока. Где именно начинается река? У Нила есть два основных притока — Белый и Голубой Нил. И нахождение самого дальнего от устья источника Белого Нила в горах Бурунди было предметом долгих исследований. С Амазонкой все еще сложнее. У нее сотни притоков, и разные экспедиции на протяжении десятилетий объявляли истоком разные ручьи в перуанских Андах. В 2007 году бразильские ученые заявили, что нашли новый, более удаленный исток, что делает Амазонку длиннее Нила на несколько десятков километров. Но их методология была оспорена другими географами. Вторая проблема — устье. Где именно река заканчивается, впадая в океан? У Амазонки оно представляет собой гигантский эстуарий шириной в сотни километров с множеством островов. В зависимости от того, по какому рукаву производить замер, итоговая длина может сильно меняться. Нил, в свою очередь, имеет более четко выраженную дельту. В итоге большинство авторитетных источников, включая многие энциклопедии, по-прежнему отдают первенство Нилу, хотя и с оговорками. Разница в их длине, по разным оценкам, составляет от нескольких десятков до пары сотен километров, что в масштабах рек длиной почти в 7000 километров является почти статистической погрешностью.
Таким образом, утверждение о безоговорочном первенстве Амазонки — это не столько научный факт, сколько патриотическая позиция южноамериканских исследователей. Правда в том, что у нас есть две планетарные реки-королевы, и они до сих пор ведут борьбу за титул, исход которой зависит лишь от точки зрения измеряющего. От спора о самой длинной реке перейдем к спору о самой высокой горе. Миф номер 10. Эверест — абсолютная вершина мира. Его имя — синоним высоты, предела человеческих возможностей и величия природы. Эверест, или Джомолунгма, самая высокая гора на Земле. Ее вершина, достигающая 8848 метров над уровнем моря, это третья точка планеты, место, где коммерческие авиалайнеры совершают свои полеты. Этот факт высечен в граните нашего знания. Мы знаем, что Гималаи — высочайшая горная система, и они продолжают расти, подталкиваемые движением тектонических плит. И Эверест — их венец, бесспорный король гор. Этот миф так силен, потому что он апеллирует к простому и понятному критерию — высоте над уровнем моря. Это универсальная система отсчета, которая ставит Эверест на недосягаемый пьедестал. Альпинисты со всего мира стремятся покорить его именно потому, что он самый высокий. Это абсолютная, не требующая доказательств истина. Но, как и в случае с реками, все зависит от того, как измерять. Если мы спросим, какая гора самая высокая от своего основания до вершины, то Эверест немедленно лишится своей короны. Этот титул по праву принадлежит вулкану Мауна-Кеа на Гавайях. Его видимая часть возвышается над уровнем Тихого океана всего на 4207 метров. Но это лишь верхушка айсберга. Его основание покоится на дне океана, и если измерить его полную высоту оттуда, она составит более 10200 метров. Это почти на 1,5 километра выше, чем Эверест. Большая часть Мауна-Кеа просто скрыта под водой. Так что, если бы океан внезапно исчез, гавайский вулкан предстал бы перед нами как истинный гигант планеты. Есть и другой претендент на звание. Если измерять высоту от центра Земли, то самой высокой точкой будет вершина вулкана Чимбораса в Эквадоре. Наша планета не является идеальным шаром. Она слегка приплюснута у полюсов и вытянута у экватора. Чимбораса находится почти на экваторе, и благодаря этой выпуклости его вершина удалена от центра Земли дальше, чем вершина Эвереста, примерно на 2 километра, несмотря на то, что его высота над уровнем моря значительно меньше. Таким образом, Эверест является самой высокой точкой над уровнем моря, но не самой высокой горой от основания и не самой удаленной точкой от центра планеты. У него есть два серьезных конкурента, каждый из которых может претендовать на звание самого-самого в своей системе координат. От высочайших вершин Земли спустимся к одной из самых священных стен в мире. Миф номер 11. Стена плача — последний осколок храма. В самом сердце старого города Иерусалима стоит стена из гигантских каменных блоков, выветренных временем и отполированных миллионами прикосновений. Это стена плача, или Западная стена, главная святыня иудаизма. Легенда, которую передают из поколения в поколение и повторяют гиды по всему миру, гласит, что эта стена — все, что осталось от второго Иерусалимского храма, величественного сооружения, перестроенного царем Иродом и разрушенного римлянами в 70 году нашей эры. Эта история пронизана трагизмом и надеждой. Она превращает каждый камень стены в священную реликвию, прямой осколок утраченного величия. Миллионы паломников приходят сюда оплакивать разрушение храма и молиться о его восстановлении. Они верят, что прикасаются к самому храму, к его последнему уцелевшему фрагменту. Этот миф так важен, потому что он создает прямую физическую связь с величайшей святыней еврейского народа. Он делает молитву у стены не просто актом веры, а почти диалогом с прошлым. Однако археология и история вносят в эту трогательную картину важное уточнение. Стена плача никогда не была частью самого храма. Это фрагмент опорной или подпорной стены,
которая окружала храмовую гору. Царь Ирод, затеяв грандиозную перестройку, значительно расширил плато на вершине горы, чтобы создать большую ровную площадку для нового, более величественного храма. Для этого ему пришлось возвести по периметру горы 4 мощные стены, а пространство между ними и склонами засыпать землей и камнями. Таким образом, западная стена была, по сути, гигантским фундаментом, инженерным сооружением, которое поддерживало платформу, на которой уже стоял сам храм. Сам храм, находившийся в центре этой платформы, был полностью до основания разрушен римскими легионерами. От него не осталось буквально камня на камне, как и было предсказано в Евангелии. Почему же тогда именно эта стена стала главной святыней? После разрушения Иерусалима евреям было запрещено подниматься на Храмовую гору. Западная стена оказалась самым близким к месту расположения святая святых храма местом, где им дозволялось молиться. Со временем она впитала в себя всю скорбь и все чаяния народа и стала символом утраченного храма. Таким образом, люди молятся не у остатков самого святилища, а у остатков фундамента платформы, на которой оно стояло. Это не умаляет святости места, но меняет его исторический контекст. Это памятник не самому храму, а месту, где он когда-то был. От самого святого места перенесемся к самому соленому водоему. Миф номер 12. Мертвое море — абсолютный чемпион по солености. Его название звучит как приговор всему живому. Мертвое море — уникальный водоем на границе Израиля и Иордании, чьи воды настолько соленые, что в них невозможно утонуть. Фотографии людей, беззаботно читающих газету лежа на поверхности воды, обошли весь мир. И вместе с этими фотографиями распространился и миф. Мертвое море — самое соленое озеро на планете. Этот титул кажется абсолютно заслуженным. Концентрация соли здесь достигает 33%, что почти в 10 раз выше, чем в среднем в Мировом океане. Кажется немыслимым, что где-то на Земле может существовать еще более концентрированный рассол. Этот миф удобен и легко запоминается. Он делает Мертвое море абсолютным рекордсменом, уникальным чудом природы, не имеющим аналогов. Однако титул самого соленого Мертвое море давно уступило другим, менее известным, но куда более экстремальным водоемам. Например, озеро Ассаль в крошечном государстве Джибути в Восточной Африке имеет среднюю соленость около 35%, а в некоторых его частях она достигает 40%. Это самая низкая точка африканского континента, и вода в нем настолько насыщена солью, что по краям озера образуются причудливые соляные скульптуры. Но даже Ассаль не предел. В Антарктиде, в сухих долинах Макмердо, есть небольшой и очень холодный пруд под названием Дон Жуан. Его соленость превышает 40%. Вода в нем настолько насыщена хлоридом кальция, что не замерзает даже при температуре минус 50 градусов Цельсия. Это самый соленый из известных постоянных водоемов на Земле. Существуют и другие гиперсоленые озера в Иране, Канаде и других частях света, которые могут поспорить с Мертвым морем за первенство. Почему же миф так живуч? Во-первых, Мертвое море — самый известный, крупный и исторически значимый из всех гиперсоленых водоемов. Во-вторых, его соленость действительно огромна и производит неизгладимое впечатление. Но правда в том, что оно — лишь один из членов элитного клуба самых соленых озер планеты, но никак не его единоличный председатель. От самых соленых вод перейдем к самым ледяным температурам. Миф номер 13. Станция «Восток» — полюс абсолютного холода. В самом сердце ледяного континента, вдали от побережья, на высоте почти 3500 метров над уровнем моря, находится российская антарктическая станция «Восток». Это место стало легендой, символом экстремального холода. Именно здесь, 21 июля 1983 года, была зафиксирована самая низкая температура воздуха на поверхности Земли — минус 89,2 градуса Цельсия. Эта цифра вошла во все учебники, энциклопедии и Книгу рекордов Гиннесса.
Станция «Восток» на десятилетия получила неофициальный титул «Полюса холода нашей планеты». Этот миф был основан на прямых, документально подтвержденных измерениях. Казалось, что это абсолютный, незыблемый рекорд, предел того, насколько холодной может быть наша планета. Но технологии не стоят на месте. С появлением климатических спутников, способных измерять температуру поверхности Земли из космоса, ученые получили новый инструмент для поиска самых холодных точек. И в начале 21 века они обнаружили, что станция «Восток» при всей ее экстремальности находится не в самом холодном месте Антарктиды. Анализируя спутниковые данные за несколько десятилетий, исследователи из Национального центра данных по снегу и льду США обнаружили, что самые низкие температуры наблюдаются не на самой станции, а в небольших впадинах на поверхности ледникового щита, расположенных неподалеку, на более высокой части антарктического плато, в частности, на хребте между куполами Аргус и Фудзи. В ясные и безветренные зимние ночи холодный воздух, будучи плотнее теплого, стекает в эти впадины и застаивается там, продолжая охлаждаться. 10 августа 2010 года один из спутников зафиксировал в этом районе температуру минус 93,2 градуса Цельсия. А последующий анализ данных выявил точки, где температура опускалась до минус 98 градусов. Эти рекорды не были зафиксированы термометром на метеостанции, поэтому они не могут официально побить рекорд Востока. Но они неопровержимо доказывают, что на Земле существуют места еще более холодные. Таким образом, станция «Восток» остается местом с самой низкой температурой, измеренной человеком непосредственно на месте. Но абсолютный полюс холода, как показывают спутники, находится немного в стороне, в ледяных карманах на вершине ледяного купола мира. От ледяной пустыни, где холод сковывает все, перенесемся в пустыню песчаную, чье влияние мы привыкли недооценивать. Миф номер 14. Пески Сахары, запертые в пустыне Сахары. Одно это слово вызывает в воображении бескрайние дюны, палящее солнце и полное отсутствие жизни. Мы привыкли воспринимать ее как огромный, но изолированный регион. Песчаные бури, которые там бушуют, кажутся нам локальным, пусть и грандиозным явлением. В нашем сознании пыль, поднятая ветром в Сахаре, там же и оседает, не выходя за пределы африканского континента. Этот миф основан на нашем интуитивном представлении о масштабах. Кажется невероятным, чтобы крошечные частицы песка и пыли могли пересечь целый океан и повлиять на жизнь на другом конце света. Мы видим пустыню как замкнутую экосистему, варящуюся в собственном соку. Однако современная климатология и спутниковые наблюдения нарисовали совершенно иную глобальную картину. Сахара — это не изолированный котел, а гигантский аэрозольный пульверизатор, который оказывает влияние на всю планету. Каждый год мощные ветры поднимают в атмосферу сотни миллионов тонн сахарской пыли. Эти гигантские пылевые шлейфы, называемые сахарским воздушным слоем, поднимаются на высоту в несколько километров и отправляются в грандиозное путешествие через Атлантический океан. Самый мощный из этих потоков направлен на запад. Преодолев тысячи километров, эта пыль достигает бассейна Амазонки в Южной Америке. И здесь происходит настоящее чудо. Почвы Амазонии, несмотря на буйную растительность, очень бедны минеральными веществами, особенно фосфором, который постоянно вымывается тропическими дождями. Сахарская пыль, богатая фосфором и другими микроэлементами, оседая на леса Амазонки, действует как природное удобрение. Она восполняет дефицит питательных веществ и, по сути, подкармливает самый большой тропический лес на планете. Таким образом, жизнь в легких планеты напрямую зависит от пыли из ее самой большой пустыни. Другие пылевые потоки из Сахары достигают Карибского бассейна, южных штатов США и даже Европы, влияя на качество воздуха, окрашивая закаты в оранжевые тона и даже принося с собой микроорганизмы. Миф о локальности сахарских бурь рассыпается перед лицом этой грандиозной картины. Пустыня и тропический лес, кажущиеся антиподами, на самом деле связаны невидимой пуповиной из пыли, пересекающей океан. От песчаных потоков, пересекающих небо, обратимся к ледяным горам, чей цвет мы привыкли считать единственно возможным.
Миф номер 15. Белоснежное однообразие айсбергов. Когда мы слышим слово «айсберг», наше воображение рисует одну и ту же картину. Гигантская гора ослепительно-белого льда, дрейфующая в синем океане. Этот образ тиражируется в фильмах, книгах и документальных передачах. Белый цвет кажется естественным и единственно возможным для замерзшей воды. Мы считаем, что айсберг — это просто большой кусок снега и льда, а снег, как известно, белый. Эта простота и очевидность сделали миф о белоснежных айсбергах практически незыблемым. Мы верим в него, потому что не представляем себе другого варианта. На самом же деле мир айсбергов раскрашен в куда более богатую палитру. Их цвет зависит от их возраста, плотности и наличия примесей. Классический белый цвет айсберга объясняется тем, что лед в нем содержит множество мелких пузырьков воздуха. Эти пузырьки рассеивают свет во всех направлениях, и в результате мы видим белый цвет, точно так же, как мы видим белым измельченное стекло или снег. Но если ледник, от которого откололся айсберг, подвергался сильному давлению в течение тысячелетий, пузырьки воздуха выдавливаются из него. Такой лед становится очень плотным и прозрачным. Когда свет проходит через такой чистый лед, он поглощает длинноволновую красную часть спектра, а коротковолновую синюю отражает. В результате мы видим айсберг насыщенного глубокого синего цвета. Эти синие айсберги — настоящие сапфиры океана. Но и это еще не все. Иногда айсберги могут быть зелеными. Этот феномен долгое время был загадкой для ученых. Недавние исследования показали, что зеленый цвет придают частицы оксидов железа, которые содержатся в ледниковой породе на дне Антарктиды. Когда ледник движется, он соскребает эту богатую железом пыль. Когда такой айсберг откалывается и переворачивается в воде, его грязное дно оказывается на поверхности. Вода вступает в реакцию с оксидами железа, и айсберг приобретает изумрудный оттенок. Существуют также полосатые айсберги, где слои белого, синего и даже коричневого льда чередуются, создавая причудливые узоры. И, наконец, бывают черные айсберги, которые образуются у подножия вулканов и содержат большое количество вулканического пепла. Так что мир полярных льдов — это не монохромное царство, а настоящая галерея ледяных скульптур всех цветов радуги. От природной катастрофы, которая рождает красоту, перейдем к той, которой приписали гибель целой цивилизации. Миф номер 16. Вулкан Санторин — убийца минойской цивилизации. Примерно 3500 лет назад в Эгейском море произошло одно из самых мощных извержений вулкана в истории человечества. Вулкан на острове Терра, ныне известном как Санторин, взорвался с силой в сотни раз превосходящей атомную бомбу. Этот катаклизм вызвал гигантские цунами, которые обрушились на побережье Крита, где процветала загадочная и высокоразвитая минойская цивилизация. Вскоре после этого извержения великая цивилизация минойцев пришла в упадок и исчезла. Связь между этими двумя событиями показалась историкам настолько очевидной, что родился миф. Извержение Санторина полностью уничтожило минойскую цивилизацию. Эта версия стала канонической. Она была простой, драматичной и логичной. Огненный гнев природы, погубивший целый народ, сюжет, достойный голливудского блокбастера. Этот миф превратил минойцев в беззащитных жертв стихии и объяснял их внезапное исчезновение одним единственным событием. Однако более поздние и тщательные археологические исследования на Крите показали, что эта картина слишком упрощена. Да, извержение нанесло минойской цивилизации страшный удар. Цунами, землетрясения и вулканический пепел, покрывший поля, уничтожили флот, порты и прибрежные поселения, подорвав основу их морской торговли и сельского хозяйства. Это был нокаут, но не нокдаун. Археологи обнаружили, что многие минойские дворцы и поселения, включая знаменитый Кносский дворец, не были разрушены сразу после извержения. Жизнь в них продолжалась еще как минимум несколько десятилетий, а то и целое столетие. Минойцы восстанавливали свои города, строили новые здания и продолжали создавать свои великолепные произведения искусства. Упадок был не мгновенным, а постепенным. Извержение стало катализатором, который запустил цепь событий.
Ослаблением минойцев воспользовались их соседи и конкуренты, ахейцы с материковой Греции. Они начали совершать набеги на Крит и постепенно захватывали контроль над островом. Внутренние неурядицы, экономический кризис, вызванный потерей флота, и внешнее давление — вот истинные причины гибели минойской цивилизации. Вулкан Санторин нанес первый, самый мощный удар, но добили минойцев уже люди. Их цивилизация не погибла в один день под слоем пепла, а медленно угасала в течение нескольких поколений, пока окончательно не растворилась в новой ахейской культуре. От жара вулкана, который мы считали губительным, перейдем к жару Солнца, опасность которого мы часто недооцениваем. Миф номер 17. Солнечный удар. Болезнь пляжного дня. Спросите любого человека, где можно получить солнечный удар, и ответ будет предсказуем. На пляже, в жаркий безоблачный летний день, когда солнце стоит в зените. В нашем сознании солнечный удар прочно ассоциируется с отдыхом у моря, с палящими лучами, отраженными от песка и воды. Мы представляем себе человека, который слишком долго пролежал на шезлонге и почувствовал головокружение и тошноту. Этот миф основан на логичной, но слишком узкой трактовке опасности. Мы связываем угрозу исключительно с высокой температурой воздуха и прямым ощущением жары. Кажется, что если на небе облака или вокруг прохладно, то и бояться нечего. На самом деле солнечный удар — это форма теплового удара, вызванная прямым воздействием солнечных лучей именно на голову. И получить его можно в самых неожиданных обстоятельствах. Ключевой фактор — это не температура окружающего воздуха, а интенсивность ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Например, в горах риск получить солнечный удар гораздо выше, чем на пляже на той же широте. С каждой 1000 метров подъема интенсивность солнечной радиации возрастает примерно на 10-12%. Воздух в горах может быть прохладным и даже холодным, но солнце там злее. Разреженная атмосфера хуже фильтрует лучи, а снег отражает до 80% ультрафиолета, создавая двойной удар — сверху и снизу. Туристы и альпинисты, пренебрегающие головным убором в прохладный, но солнечный день в горах, рискуют гораздо больше, чем отдыхающие на равнине. Солнечный удар можно получить и в пасмурную погоду. Тонкий слой облаков не является серьезной преградой для инфракрасного излучения, которое и вызывает перегрев головы. Мы не чувствуем жары, теряем бдительность и проводим на улице слишком много времени без защиты. Даже работая в поле или на даче в средних широтах, можно легко перегреться, если долго находиться под прямыми лучами с непокрытой головой. Таким образом, солнечный удар — это не эксклюзивная проблема пляжного отдыха. Это коварный враг, который может подстерегать нас где угодно, когда мы забываем о главном правиле. Голову всегда нужно защищать от прямого солнца, независимо от того, жарко нам или прохладно. От недомогания, которое мы связываем с жарой, перейдем к другому, которое мы ошибочно связываем с давлением. Миф номер 18. Головная боль — вечный спутник гипертонии. Опять голова болит. Наверное, давление подскочило. Эту фразу можно услышать от людей самого разного возраста. В массовом сознании укоренилась прочная связь. Головная боль — это верный признак высокого артериального давления. Люди хватаются за тонометр при первых признаках мигрени, а врачам скорой помощи приходится ежедневно развеивать этот миф у обеспокоенных пациентов. Эта вера так сильна, потому что она предлагает простое и понятное объяснение неприятному симптому. Высокое давление — это серьезно, и головная боль кажется логичным сигналом тревоги, который подает организм. Это создает иллюзию контроля. Если я измерю давление и приму таблетку, боль пройдет. Однако медицинская наука утверждает обратное. В подавляющем большинстве случаев головная боль не имеет никакого отношения к артериальному давлению. Самые распространенные типы головной боли — это головная боль напряжения, вызванная стрессом, усталостью, неудобной позой, и мигрень — сложное неврологическое заболевание. Ни та, ни другая напрямую не связаны с цифрами на тонометре. Более того, гипертония в большинстве случаев — это тихий убийца. Она может годами протекать совершенно бессимптомно.
Человек может иметь очень высокое давление и при этом прекрасно себя чувствовать. Именно в этом и заключается ее главная опасность. Она разрушает сосуды, сердце и почки незаметно, без каких-либо внешних проявлений. Головная боль может быть симптомом только при очень резком и сильном скачке давления, так называемом гипертоническом кризе. Но это острое, опасное для жизни состояние, которое сопровождается и другими симптомами: тошнотой, нарушением зрения, головокружением. Обычная привычная головная боль — это не признак гипертонии. Миф о связи боли и давления не просто неверен, он вреден. Во-первых, он заставляет людей с нормальным давлением искать причину своей боли не там, где нужно, откладывая визит к неврологу. Во-вторых, он создает ложное чувство безопасности у гипертоников, которые не чувствуют головной боли и потому считают, что у них все в порядке, и перестают принимать назначенные лекарства. Правда в том, что давление нужно контролировать регулярно, независимо от того, болит у вас голова или нет. А у головной боли есть свои совершенно другие причины. От мифа о внутренних процессах нашего тела перейдем к мифу о наших внешних привычках. Миф номер 19. Хруст пальцами — прямой путь к артриту. Этот звук знаком каждому. Короткий, резкий щелчок, который раздается, когда кто-то сгибает или тянет пальцы. И почти всегда за этим звуком следует чье-нибудь замечание: «Перестань так делать, заработаешь артрит». Эта страшилка передается из поколения в поколение. Родители говорят это детям, учителя — ученикам, коллеги — друг другу. Миф о том, что привычка хрустеть пальцами неизбежно приводит к воспалению и деформации суставов в старости, стал непреложной истиной. Он так популярен, потому что звучит очень логично. Сам звук хруста ассоциируется с трением, износом, повреждением. Кажется, что суставы не могут выдерживать такое насилие бесконечно и рано или поздно отомстят своему владельцу болезнью. Этот миф — прекрасный пример того, как мы додумываем причинно-следственные связи, основываясь на интуиции, а не на фактах. Но что же происходит на самом деле, когда мы хрустим пальцами? Долгое время считалось, что звук возникает из-за трения сухожилий или связок. Но более современные исследования с использованием МРТ в реальном времени показали другую картину. В суставной сумке находится синовиальная жидкость, которая действует как смазка. В этой жидкости растворены газы, в основном углекислый газ. Когда мы резко растягиваем сустав, объем суставной капсулы увеличивается, а давление внутри падает. Это приводит к тому, что растворенные газы мгновенно образуют пузырек. Этот процесс называется кавитацией. Именно схлопывание этого газового пузырька мы и слышим как щелчок. Это, по сути, маленький микровзрыв внутри сустава. Чтобы снова хрустнуть тем же суставом, нужно подождать около 20 минут, пока газы снова растворятся в жидкости. А что насчет артрита? За десятилетия было проведено множество исследований, и ни одно из них не нашло никакой связи между привычкой хрустеть пальцами и риском развития артрита. Самый известный эксперимент провел калифорнийский врач Дональд Унгер. В течение 60 лет он каждый день хрустел суставами на одной своей руке, а вторую не трогал. В итоге, к концу своей жизни ни на одной из его рук не было и намека на артрит. Его ироничное исследование даже принесло ему Шнобелевскую премию в 2009 году. Таким образом, хруст пальцами, хотя и может раздражать окружающих, для самих суставов абсолютно безвреден. От мифа о вредной привычке, которая оказалась безобидной, перейдем к мифу о лекарствах, чья эффективность, как нам кажется, зависит от их формы. Миф номер 20. Жидкие лекарства — быстрый путь к здоровью. Когда мы стоим перед выбором в аптеке, взять лекарство в виде таблетки или в виде сиропа, микстуры или капель, в голове часто срабатывает стереотип: жидкие формы действуют быстрее и усваиваются лучше. Таблетки или капсули, как нам кажется, нужно время, чтобы раствориться в желудке, пройти через пищеварительный тракт, и только потом действующее вещество попадет в кровь. Жидкость же, напротив, всасывается почти мгновенно. Этот миф особенно силен, когда речь идет о детских лекарствах или средствах от простуды. Мы верим в это, потому что это соответствует нашей бытовой логике.
Жидкость кажется более естественной и легкой для усвоения, чем твердый прессованный порошок. На самом деле, форма выпуска лекарства — это не вопрос скорости, а результат сложных фармацевтических расчетов, направленных на достижение максимального эффекта. Утверждение, что жидкие формы всегда лучше, это опасное упрощение. Во-первых, многие современные таблетки и капсулы создаются с использованием технологий контролируемого высвобождения. Их оболочка растворяется не сразу, а постепенно, или только в определенном отделе кишечника, где всасывание будет наиболее эффективным. Это позволяет поддерживать постоянную концентрацию лекарства в крови в течение долгого времени, избегая резких пиков и спадов. Жидкие формы, напротив, часто дают быстрый, но короткий эффект. Во-вторых, некоторые действующие вещества очень нестабильны в жидкой форме или имеют отвратительный вкус, который невозможно замаскировать. Твердая оболочка защищает их от разрушения желудочным соком и избавляет нас от неприятных ощущений. В-третьих, точность дозирования в таблетках гораздо выше. Отмерить ровно 5 мл сиропа мерной ложкой бывает непросто, в то время как таблетка всегда содержит строго определенное количество вещества. Да, в некоторых случаях, например, для людей с проблемами глотания или для некоторых препаратов, которым нужен максимально быстрый эффект, жидкие формы действительно предпочтительнее. Но в большинстве ситуаций современная таблетка — это высокотехнологичный продукт, который доставляет лекарство в нужное место и в нужное время гораздо эффективнее, чем простой раствор. Выбор формы зависит не от наших представлений, а от свойств самого лекарства и целей терапии. От мифов медицины перейдем к мифам мистики и суеверий, которые влияют на нашу жизнь не меньше, чем лекарства. Миф номер 21. Роковое кольцо, надетое до срока, в шкатулке с драгоценностями оно лежит, сияя обещанием будущего счастья. Обручальное кольцо. И вокруг этого маленького золотого ободка сплелся целый клубок суеверий и примет. Одно из самых стойких и пугающих гласит: ни в коем случае нельзя надевать обручальное кольцо на палец до дня свадьбы. Если невеста, а иногда и жених, нарушит этот запрет, то свадьба не состоится, а брак будет несчастливым или вовсе распадется. Эта примета передается от матерей к дочерям, от подруги к подруге, обрастая статусом незыблемого закона. Почему в это так верят? Потому что свадьба — это ритуал, полный символов, и любое отклонение от правильного сценария кажется дурным знаком. Страх перед будущим, желание сделать все идеально и защитить свой союз от любых напастей заставляет людей цепляться за эти правила, даже если они кажутся иррациональными. Однако, если мы обратимся к истории свадебных традиций, мы не найдем у этого суеверия глубоких корней. Во многих культурах, наоборот, кольцо, подаренное на помолвку, носили на безымянном пальце правой руки, у католиков левой, с момента предложения и до самой свадьбы. В день венчания его либо переодевали на другую руку, либо к нему добавлялось второе, венчальное кольцо. Традиция носить кольцо с момента помолвки символизировала, что женщина уже занята и готовится к замужеству. Откуда же взялся запрет? Скорее всего, это относительно позднее суеверие, родившееся в 20 веке. Оно может быть связано с идеей сюрприза и сакральности момента обмена кольцами именно у алтаря. Преждевременное надевание кольца как бы обесценивает этот момент, лишает его магии. Также возможно, что это суеверие, как и многие другие, родилось из простого совпадения. У какой-то пары, где невеста примеряла кольцо, свадьба сорвалась, и слух об этом разошелся, превратившись в грозное предостережение. На самом деле никакой мистической связи между примеркой кольца и будущим брака не существует. Судьба союза зависит от любви, уважения и терпения партнеров, а не от того, на каком пальце и когда находился кусочек золота. От личного суеверия, связанного с будущим, перейдем к суеверию, связанному с защитой настоящего. Миф номер 22. Красная нить против дурного глаза. Вы наверняка видели это на улицах. На ручке детской коляски, в которой мирно спит младенец, повязана маленькая красная ленточка или ниточка. Для многих, особенно в странах Восточной Европы, это такой же обязательный атрибут, как и пеленки или соска.
Объяснение простое и безапелляционное. Это защита от сглаза. Если не повесить красную ленту, то любой недобрый взгляд, любое неосторожное слово завистника или просто человека с тяжелой энергетикой может навредить беззащитному младенцу. Он станет беспокойным, будет плохо спать и есть. Красный цвет, как считается, отвлекает на себя негатив, действуя как оберег. Эта вера настолько глубоко въелась в культуру, что многие молодые родители вяжут эту ленточку автоматически, даже не будучи суеверными. На всякий случай, чтобы бабушки не ругались. Этот обычай — один из осколков древней и универсальной веры в дурной глаз, которая существовала у десятков народов мира от Средиземноморья до Индии. Люди верили, что взгляд завистливого или злого человека может принести несчастье, болезнь и даже смерть. Особенно уязвимыми считались дети и беременные женщины. Для защиты использовались различные амулеты, и красный цвет играл в них особую роль. В древности красный считался цветом жизни, крови, энергии и в то же время агрессии и опасности. Он был способен отпугнуть или отразить злые силы. Красную нить повязывали на запястье, на шею скоту, вплетали в одежду. С научной точки зрения, разумеется, никакой связи между красной лентой и здоровьем ребенка не существует. Беспокойство и плач младенца могут быть вызваны сотней причин, от колик до простого дискомфорта, но никак не взглядом прохожего. Однако этот миф продолжает жить, потому что он выполняет важную психологическую функцию. Он дает родителям, особенно молодым и тревожным, ощущение контроля над ситуацией. В мире, где так много непонятного и пугающего в уходе за младенцем, маленький красный оберег становится символом защиты, способом сделать хоть что-то, чтобы оградить свое дитя от воображаемых опасностей. Это не столько вера в магию, сколько ритуал для собственного успокоения. От приметы, призванной защитить, перейдем к примете, призванной предсказать. Миф номер 23. Дороги и гости на кончиках ног. В мире народных примет наше тело — это настоящая карта будущего. Зачесался нос — к выпивке, левый глаз — к слезам, правая ладонь — к деньгам. И в этом пантеоне телесных предсказаний особое место занимают ноги. Существует стойкое поверье: если чешется правая нога или стопа, это к дороге, к путешествию. А если левая — жди гостей, или же сам пойдешь в гости. Эта примета кажется простой и легко запоминающейся. Она вносит в бытовые ощущения элемент интриги и предвкушения. Почему именно так? Логика здесь, казалось бы, есть. Правая сторона в большинстве культур ассоциируется с правильным, активным мужским началом, с движением вовне. Отсюда и дорога. Левая — с пассивным женским принимающим началом. Отсюда и гости, которых принимают дома. Однако, если мы начнем изучать фольклор разных регионов, даже в пределах одной страны, эта стройная система немедленно рассыплется. Окажется, что в одной деревне правая нога чешется к приятной дороге, а в соседней — к неудачной. В третьем месте левая нога сулит не гостей, а плохие вести. А где-то и вовсе все наоборот. Левая к дороге, а правая к гостям. Существуют десятки вариаций этой приметы. Иногда значение зависит от того, какая именно часть ноги чешется — стопа, пятка или голень. Единой общепринятой системы просто не существует. Этот миф — прекрасный пример того, как народные приметы рождаются и живут. Они не являются отражением неких мистических законов, а скорее результатом коллективного творчества и желания найти смысл в случайных событиях. Кто-то когда-то, почесав правую ногу, в тот же день отправился в неожиданную поездку. Он рассказал об этом, совпадение запомнилось, и примета пошла в народ. В другом месте произошло другое совпадение. В итоге мы имеем не стройную систему предсказаний, а хаотичный набор локальных верований, которые мы по ошибке принимаем за универсальный закон. От приметы, связанной с телом, перейдем к суеверию, связанному с одним из самых важных периодов в жизни женщины. Миф номер 24. Ножницы и локоны в ожидании чуда. Беременность — время, окутанное не только радостным ожиданием,
но и целым роем запретов и суеверий. Нельзя сидеть на пороге, нельзя вязать, нельзя смотреть на страшное. И одно из самых известных и распространенных табу — нельзя стричь волосы. Согласно поверью, если беременная женщина подстрижет волосы, она укоротит жизнь или отрежет ум своему будущему ребенку. Он родится слабым, болезненным, или же у него будут редкие волосы. Эта примета настолько сильна, что многие женщины, даже самые современные и несуеверные, предпочитают не рисковать, и все 9 месяцев ходят с отросшими локонами. Корни этого суеверия уходят в глубокую древность, во времена, когда волосы считались не просто украшением, а вместилищем жизненной силы человека, его связи с космосом и родом. Эта вера была распространена у многих народов. Вспомните библейского Самсона, чья сила заключалась в его волосах. А стричь волосы означало лишить человека силы, защиты, сделать его уязвимым. Для беременной женщины, которая носит в себе новую жизнь, потеря этой силы казалась особенно опасной. Считалось, что жизненная энергия матери через волосы передается и ребенку. Отрезая волосы, мать как бы обкрадывала его, лишая необходимой для развития энергии. Разумеется, с точки зрения современной медицины и биологии, это полная бессмыслица. Волосы — это ороговевшие придатки кожи. Они не имеют никакой связи с развитием плода в утробе. Стрижка волос никак не может повлиять на здоровье, ум или будущую судьбу ребенка. Это такой же физиологический процесс, как и стрижка ногтей. Однако миф продолжает жить, потому что он апеллирует к глубинному страху будущей матери за своего ребенка и ее желанию сделать все возможное, чтобы защитить его. В этом случае отказ от похода в парикмахерскую — это маленькая, ни к чему не обязывающая жертва во имя спокойствия, способ символически продемонстрировать свою заботу и готовность следовать традициям предков, даже если разум подсказывает их абсурдность. От мифов, живущих в народе, перейдем к мифам, которые родились на страницах книг и в умах писателей. Миф номер 25. Робин Гуд — изначальный борец за справедливость. Зеленое трико, лук и стрелы и девиз, известный каждому ребенку: «Грабь богатых, отдавай бедным». Образ Робин Гуда, благородного разбойника из Шервудского леса, который борется с жадным шерифом Ноттингема и защищает простых людей, стал одним из самых устойчивых архетипов в мировой культуре. Он — символ социальной справедливости, народный мститель, герой, который ставит мораль выше закона. Мы воспринимаем эту его черту, перераспределение богатства, как изначальную, как саму суть его персонажа. Кажется, что он был таким всегда, с момента своего появления в первых английских балладах. Однако, если мы обратимся к самым ранним из дошедших до нас баллад о Робин Гуде, датируемым XIV и XV веками, мы увидим совсем другого героя. Да, он разбойник, он живет в лесу, он враждует с шерифом, но он вовсе не является защитником бедняков. В этих ранних текстах Робин Гуд грабит богатых, жадных аббатов, коррумпированных чиновников, но награбленное он оставляет себе и своей ватаге. Он помогает тем, кто попадает в беду, но по сословному признаку, а не по классовому. Например, в одной из самых старых баллад «Робин Гуд и монах» он помогает обедневшему рыцарю, то есть представителю своего же дворянского сословия. Простые крестьяне в этих балладах появляются лишь как второстепенные персонажи. Ранний Робин Гуд — это скорее бунтарь-йомен, мелкий землевладелец, который борется с несправедливостью властей по отношению к себе и своему классу, а не альтруист, озабоченный судьбой всех угнетенных. Идея о том, что он отдает награбленное бедным, впервые четко прозвучала гораздо позже, в работах историков XVI века, а окончательно закрепилась в его образе лишь в викторианскую эпоху, в XIX веке, когда идеи социальной справедливости и классовой борьбы стали особенно актуальны. Именно тогда Робин Гуд превратился из средневекового бунтаря в социалистического героя. Его образ эволюционировал вместе с обществом, впитывая в себя те идеи, которые были важны для каждой конкретной эпохи. От героя, чей девиз придумали за него потомки, перейдем к фразе, чье происхождение мы тоже понимаем неверно.
Миф номер 26. Крылатые слова, рожденные в России. Выражение «крылатые слова» прочно вошло в наш лексикон. Мы используем его для обозначения метких цитат, афоризмов, поговорок, которые, сорвавшись с уст автора или персонажа, отправились в свободный полет и стали достоянием языка. Кажется, что это исконно русское, очень образное и поэтичное выражение. Его популярность часто связывают с выходом в XIX веке книги писателя Сергея Максимова «Крылатые слова», которая представляла собой сборник таких популярных цитат и выражений. Многие считают, что именно он и придумал этот термин. На самом же деле этому выражению не 100, а почти 3000 лет. И родилось оно не на берегах Невы, а на побережье Эгейского моря. Автором термина «крылатые слова», по-древнегречески «эпиаптераэнта», является никто иной, как Гомер. В его эпических поэмах «Илиада» и «Одиссея» это словосочетание встречается более 100 раз. Гомер использует его для описания речи, которая быстро и легко летит от говорящего к слушающему, подобно птице или стреле. Это слова, произнесенные вслух, в живом диалоге, в отличие от мыслей, которые остаются внутри. Когда герой Илиады обращался к другому с речью, Гомер часто писал: «И, обратясь к нему, он вымолвил крылатое слово». Это была устойчивая поэтическая формула, подчеркивающая динамику и важность произносимого. Из древнегреческого эпоса это выражение перекочевало в латынь, а затем и в другие европейские языки. В русский язык оно пришло благодаря переводам Гомера и стало особенно популярным в XIX веке, в эпоху классицизма и увлечения античностью. Книга Сергея Максимова не придумала этот термин, а лишь закрепила и популяризировала его, дав ему то значение, которое мы используем сегодня. Не просто произнесенная речь, а именно знаменитая цитата. Таким образом, каждый раз, когда мы говорим о крылатых словах, мы, сами того не зная, цитируем слепого поэта древности. От фразы «чей возраст оказался гораздо больше, чем мы думали», перейдем к сказке, чей смысл оказался гораздо глубже. Миф номер 27. Алиса в стране чудес. Сказка для детей. И только белый кролик с часами, улыбающийся чеширский кот, безумное чаепитие у шляпника, говорящие цветы и игра в крокет фламинго. «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла — это эталон абсурдной фантасмагорической сказки. Для миллионов читателей по всему миру это в первую очередь причудливая и очаровательная история для детей. Полет чистой фантазии, не обремененный никакими скрытыми смыслами. Мы воспринимаем ее как набор забавных и нелогичных сцен, которые призваны развлекать и удивлять. Этот миф так силен, потому что на поверхности книга действительно выглядит как детская сказка, и ее можно читать, наслаждаясь лишь ее сюрреалистическим юмором. Однако за этой ширмой детской литературы скрывается настоящее интеллектуальное сокровище, многоуровневое произведение, наполненное аллюзиями, пародиями и шифрами, понятными лишь образованным современникам автора. Льюис Кэрролл, чье настоящее имя было Чарльз Доджсон, был не сказочником, а профессиональным математиком, логиком и преподавателем Оксфордского университета. И его книга — это во многом сатира на научные и философские концепции викторианской Англии. Например, когда Алиса падает в кроличью нору и пытается вспомнить таблицу умножения, у нее получаются странные результаты. 4 × 5 — 12. Это не просто выдумка, а пародия на новые математические теории того времени, такие как неевклидова геометрия и кватернионы, где привычные аксиомы переставали работать. «Безумное чаепитие», где время застыло на 6 часах, это насмешка над новыми идеями о природе времени и вечности, которые активно обсуждались в философских кругах. Многие персонажи и стихи в книге являются пародиями на конкретных людей и нравоучительные произведения, которые зубрили тогдашние школьники. Даже сама идея «Страны чудес», где привычная логика не работает, это своего рода логическая головоломка, игра с правилами и их отсутствием. «Алиса» — это не просто сказка. Это интеллектуальный ребус, замаскированный под детскую историю. Кэрролл создал произведение, которое можно читать на разных уровнях.
Дети видят в нем забавное приключение, а взрослые — остроумную сатиру на мир науки, политики и образования. От сказки, которая оказалась не так проста, перейдем к войне, чье название тоже имеет свою не всем известную историю. Миф номер 28. Великая Отечественная война. Имя от рождения. 22 июня 1941 года — день, который навсегда изменил историю нашей страны. В этот день началась Великая Отечественная война. Это название кажется нам таким же естественным и неотъемлемым, как и сама дата. Оно звучит с экранов, со страниц учебников, с гранитных монументов. Мы воспринимаем его как имя, данное войне в самый первый день, как единственно возможное и всегда существовавшее. Кажется, что иначе эту войну и назвать было нельзя, ведь с первых часов она стала всенародной, отечественной. Однако термин «Великая Отечественная война» появился не сразу. В самом первом официальном сообщении о нападении Германии, которое зачитал по радио нарком иностранных дел Молотов в полдень 22 июня, этот термин не использовался. Он говорил об Отечественной войне, проводя прямую параллель с войной 1812 года против Наполеона. В газетах первых дней также использовались разные формулировки: «Священная Отечественная война», «Народная война». Словосочетание «Великая Отечественная война» впервые прозвучало в речи Сталина по радио 3 июля 1941 года. Именно он, обращаясь к народу со знаменитыми словами «братья и сестры», назвал начавшуюся войну Великой Отечественной войной всего советского народа. После этого выступления термин был подхвачен пропагандой и окончательно закрепился в официальном лексиконе. До этого момента в советской идеологии господствовало понятие «Вторая империалистическая война», в которую Советский Союз до поры до времени не вмешивался. Новое название было призвано решить несколько задач. Оно подчеркивало всенародный, освободительный характер войны, в отличие от империалистической Первой мировой. Оно проводило параллель с героическим прошлым, с победой над Наполеоном, вселяя в людей уверенность в конечном успехе. Оно мобилизовало не только коммунистические, но и патриотические, национальные чувства людей. Таким образом, название, которое кажется нам сегодня единственно возможным, на самом деле было тщательно сконструированным идеологическим инструментом, который появился не в первый день войны, а был сформулирован и внедрен в сознание масс лишь тогда, когда руководство страны осознало всю глубину нависшей угрозы. От мифов XX века, рожденных в грохоте войн, вернемся в глубокую древность, к мифу о гармонии, которой никогда не было. Миф номер 29. Золотой век экологии в древнем мире. В нашем сознании, уставшем от смога, пластика и новостей об изменении климата, живет один очень притягательный миф. Миф о золотом веке гармонии человека и природы. Мы представляем себе древние цивилизации — Рим, Грецию, Вавилон — как нечто чистое и естественное. Люди жили в каменных городах, окруженных нетронутыми лесами, пили чистую воду из рек и дышали свежим воздухом. Проблемы загрязнения окружающей среды кажутся нам порождением исключительно индустриальной эпохи, результатом появления заводов, автомобилей и химической промышленности. Древний мир предстает в виде идиллической картины, которую мы безвозвратно потеряли. Однако археология и палеоэкология безжалостно разрушают эту утопию. Древние города были далеки от экологического рая. Возьмем, к примеру, Рим в период его расцвета. Это был мегаполис с населением около 1 миллиона человек. В нем не было централизованной системы утилизации отходов. Мусор, пищевые отходы, битую посуду и прочий хлам просто выбрасывали на улицы, где они гнили, привлекая крыс и распространяя болезни. Канализационная система, знаменитая клоака Максима, сбрасывала все нечистоты напрямую в реку Тибр, превращая ее в зловонную сточную канаву. Воздух в Риме был загрязнен дымом от тысяч печей, кухонь и ремесленных мастерских. Кроме того, римляне активно использовали свинец в водопроводных трубах, посуде и косметике, что приводило к хроническому свинцовому отравлению населения. Это подтверждается анализом древних скелетов.
Вырубка лесов была еще одной масштабной проблемой. Дерево было основным строительным материалом и топливом. Целые регионы в Средиземноморье, некогда покрытые густыми лесами, были опустошены для строительства флотов и отопления городов, что приводило к эрозии почв и изменению местного климата. Похожие проблемы существовали и в других древних центрах. Древние люди не жили в гармонии с природой, потому что у них не было такого понятия. Они использовали ресурсы так, как им было нужно для выживания и процветания, не задумываясь о долгосрочных последствиях. Единственное, что спасало планету, это их относительно небольшая численность и примитивные технологии. Они загрязняли среду в меру своих сил, и эти силы были несравнимо меньше наших. От мифа о древних практиках перейдем к мифу о древности одной известной поговорки. Миф номер 30. Работа не волк. Мудрость из глубины веков. Работа не волк, в лес не убежит. Эта поговорка — квинтэссенция русского отношения к труду, немного ленивого, немного философского. Она означает, что не стоит торопиться, всегда можно отложить дела на потом. Мы воспринимаем ее как древнюю народную мудрость, рожденную в крестьянской среде, где тяжелый труд чередовался с долгими периодами отдыха. Кажется, что ее произносили наши прапрадеды, сидя на заваленке после долгого дня в поле. Она звучит так органично, так по-народному, что ее фольклорное происхождение не вызывает никаких сомнений. Однако, как и в случае с крылатыми словами, все не так просто. В обширных сборниках русского фольклора, собранных этнографами в XIX веке, такими как Владимир Даль, эта поговорка не встречается. Ее нет в старинных записях народных песен, сказок и пословиц. Впервые в литературе в похожей форме она появляется лишь во второй половине XIX века. Ее авторство часто приписывают великому драматургу Александру Островскому, хотя прямых доказательств этому нет. Она стала популярной именно в городской интеллигентской среде, а уже оттуда ушла в народ и закрепилась в языке как исконно фольклорная. Есть версия, что это усеченный вариант более старой и полной поговорки, которая звучала так: «Работа не волк, в лес не убежит, потому ее окаянную делать и надо». В таком виде ее смысл меняется на прямо противоположный. Она уже не оправдывает лень, а наоборот, подчеркивает неизбежность труда. Но со временем вторая, нравоучительная часть отпала, оставив лишь первую, ироничную и утешительную. Таким образом, поговорка, которую мы считаем символом вековой народной мудрости, на самом деле является продуктом относительно недавнего времени, родившимся в литературной среде и изменившим свой первоначальный смысл. Это доказывает, что фольклор — это не застывший монолит, а живой организм, который постоянно пополняется новыми элементами, иногда даже забывая их истинное происхождение. И на этом наше первое погружение в забытые архивы подходит к концу. Но помните, каждая страница истории, которую вы считали прочитанной, может скрывать совсем другой текст.